Друзья, хотела бы рассказать вам про такую интересную травку, которая называется свербига. Еще ее называют сергибус или дикая редька. У нее вот такие вот листочки, чем-то напоминающие листочки одуванчика. Вообще это крестоцветное растение, у него собирается такая розеточка, и цветет он желтыми такими красивыми цветочками. Съедобны у сергибуса как листочки, так и сам стебель. Пока он еще не зацвел. Как только появляются цветы, стебель становится жестким, и есть его уже сложно. В детстве ели следующим образом. Вот таким вот образом мы очищали его от кожуры. Полностью снимается она, видите, как легко. И ели вот этот вот сочный стебель, который по вкусу напоминает редиску, редьку. Чуть сладковатый, интересный вкус, который очень нравится детям. Чаще всего мы ели его с солью и с хлебом. Делали из него бутерброды даже. Сейчас в средней полосе как раз сезон сергибуса. Я собрала вот такой большой пучок. Листья отправятся на салат. А стебли мы будем есть просто в сыром виде. Вот посмотрите, какие бывают мясистые стебли. Сочные. Здесь еще не распустилась розеточка цветочная. Листики в одну сторону откладываем. Нам на салат пригодятся. А стебли очищаем и кушаем в сыром виде. Попробуйте непременно эту травку. Она очень-очень полезная. И на вкус похожа на редиску. Можно ее смело добавлять в окрошку, бутерброды, куда угодно. Сейчас я вам покажу мой самый любимый способ поедания, скажем так, сергибуса или свербиги. Свербига восточная ее еще называют. Мне нравится нарезать вот так вот очищенные сочные стебли. Таким вот образом. Взять кусочек ржаного хлеба, намазать его творогом или творогом.